Привет! На днях новый герой Эйрион появился в свободном доступе. Теперь его можно взять, как и остальных героев, не отдавая свои кровные. Что это за герой и как его лучше всего использовать, мы попытаемся разобраться в этом видео. Ну что же, приступаем. Сразу замечу, каких-нибудь нормальных сетапов у мега-китов Акаграндов я с Эйрионом не нашел. Видимо, герой не настолько популярен, чтобы его ставить в основной строй. Это само по себе уже хороший показатель. Ибо прошло уже достаточно времени, и как показывает практика, если герой зашел, то за короткое время уже находятся сетапы с его использованием. В этом случае ничего подобного не произошло. Но не спешите ставить большой крест на героя. Нет сетапов, а нам с вами голова зачем нужна? Чтобы в нее есть? Да, безусловно, но не только для этого. Наша головушка, дорогие мои, как ни странно, еще умеет и думать, и анализировать. Поэтому давайте стряхнем пыль с шестеренок, смажем их и попытаемся проанализировать героя. Приступаем. И да, все, что я говорю сейчас, я буду говорить в дальнейшем мое личное мнение, и следовать ли ему ваше и только ваше личное право. Итак, получение героя. Получаем героя из сундуков. Если есть монетки, смело сливаем, и вот почему. С героем выпадают карты опыта и карты со скиллами, только для Эйриона. А как только вы получили героя, если повезет и герой выпал снова, все это добро трансформируется в карты опыта. Много опыта очень пригодится в прокачке. Я уже это показывал неоднократно. Такой обмен в разы выгоднее, чем покупать или обменивать карты опыта на линарий. Так что не жмотимся и сливаем черепушки на героя. Тем более, что и девать-то их по-хорошему больше просто некуда. Но только если вы не гонитесь за красивыми скиллами, которые можно получить из предпоследнего сундука. Окей, с этим закончили. Теперь по максимуму усиливаем нашего Эйриона. Займемся прокачкой. Выдаем героя посох на опыт, так как он маг, и мы можем совершенно спокойно сэкономить пятую часть от всех своих карт опыта и прокачать его лучше, дальше и дешевле. Пока прокачиваете героя, скажу пару слов о его описании. Как обычно, в официальном описании опустили многие интересные детали. Мягко говоря, опустили детали. Теперь Эйрион позиционируется всего лишь как целитель. На самом деле история с этим героем куда как гораздо трагичнее и кровавее. Я переводил официальный ролик с Эйрионом, вот ссылочка. В этом ролике я перевел настоящую историю героя. Он был не целителем, как здесь написано, а изгоем. Эльфы в меру своей спесивости и заносчивости считали его недостойным и слабым, хоть он и был сыном самого верховного жреца, и относились к нему с презрением. Вообще эти эльфы такие, эльфийские. Бедная девушка Роза из-за зависти эльфов к ее удивительной красоте, а Роза по лору игры тоже была полукровкой, наполовину эльф, наполовину человек. С отчаяния от постоянных нападок и притеснений зачем-то вообще изуродовала себя до чудища. Ну и стала выкашивать последствия эльфов пачками. Вот ни капельки их почему-то не жалко. Короче, Эйрион по лору в одиночку развернул самостоятельную партизанскую настоящую войну против людей-рейдеров. И император Норландии был вынужден заключить с эльфами перемирие. Советую посмотреть ролик, многое сразу станет понятно. Вообще, мало кто это знает, но у релитов вся история игры показана в небольших роликах. Я постепенно их перевожу. И история частенько показывает подоплеку тех или иных событий в игре, темных событий. Ну а пока я рассказывал, вы, надеюсь, уже прокачали героя на максимум. Не забыли поднять основные характеристики героя? Окей, продолжаем разговор. Выдаем герою призму, любую, чтобы было понятно, на что он способен. И давайте поговорим про специализации. Попробуем разобраться со специализациями нашего героя. Как видно, у героя стандартный набор скиллов. Одна мощная последняя активка и остальные пассивки. Сразу скажу, я досконально протестировал и проанализировал героя на различных построениях. И давайте просто сделаю небольшую выжимку из того, что получилось. Обычно у любого героя четко прослеживается две линии. Это активная, когда мы пляшем от его активок, и пассивная, когда герой вообще не использует активки и работает исключительно на своих пассивных способностях. Для Эйриона же все несколько сложнее. Для него есть целых 3 сетапа, ну по крайней мере я так вижу. Дело в том, что это маг поддержки.
Зарубите себе это в одном месте. Сделайте, татуху. Даже не пытайтесь его сравнивать. Не бесите меня, не нужно сравнивать его с Базриком. Вот реально, ребят, сколько можно, в конце концов. Не нужно тупо сравнивать атакующего героя с героями первой линии, с магом или с хиллером. Будете себя так вести, вас будут вечно нагибать, и не только китайцы. Это вам не Валари, это вам не Аврил. Эрион не выжгет и не посечет градом всех врагов, которых заметит. Его сила абсолютно в другом. Короче, сначала давайте протестируем сетап с активкой. Это Кровавый Рассвет. На удивление, она оказалась достаточно мощная и действительно хорошо разносит врагов. Причем складывается стойкое ощущение, что удар Эриона пробивает защиту врагов насквозь, как будто у них нет брони. Возможно, этот баг пофиксит, но пока так, очень мощный скилл. Вы прекрасно знаете, что я не особо жалую активки, так как они проигрывают в эффективности пассивкам, но эту советую юзать, если отыгрываете Эриона как атакующего мага. Из явных минусов. Смешная? Нет, не так. Просто ужасная дистанция атаки. Но это же маг, ядрен батон. А чтобы ударить активкой, Эриона придется подойти к врагам чуть ли не вплотную. Не стоит даже говорить, что с фатальными для себя последствиями. Но удар силен, здесь не поспоришь. Не смотрите на эти скромные 3650 единиц. Не забыли, что эту цифру нужно умножить на 3. Он атакует трижды, то есть по факту наносит почти 11 тысяч единиц урона, что уже само по себе неплохо. А если провесить побрякушку, добавленную в последнем патче, Коготь Ненависти, заклинание усиливается аж до 6 уровня, что даст еще более мощный дополнительный урон. Но, как уже говорил выше, использование активной способности, как правило, фатально для самого Эриона. Подойдя вплотную к врагам и гарантированно согрев их на себя, он со 100% вероятностью весь геройский поляжет. Не спасет его и предпоследняя активка. На 5 секунд герой становится полностью неуязвим и отхиливается, но так как уже окружен врагами, это ему мало поможет. В отличие от, скажем, Сейза или Лунеллы, которые отпрыгивают из горячей точки, тем самым повышая свои шансы на выживание в разы. У Эриона же это стандартная подушка безопасности, которая есть практически у всех героев, вышедших в последнее время. Она не меняется за исключением мелких нюансов. Но у Эриона есть и отличия. Хорошие отличия. Взгляните. Кровавый долг. Стандартное лечение при опускании здоровья ниже определенной отметки. При максимальном зачаровании способности реген достигает 45% от максимума. Уникальность этой специализации у Эриона в том, что она совмещена с усилением. Обычно подобную специализацию качать не имеет смысла, но не сейчас. Маг урон повышается дополнительно на 67,5% при максимальном зачаровании. Вот это уже что-то. Качать для урона однозначно стоит. Окей, двигаемся дальше для создания активного сетапа. Первая пассивка – Кровавая Ярость. Сразу скажу ее суть. Чем сильнее вы прокачаете эту специализацию, тем меньший откат будет перед серией ударов. Начиная с 6 и заканчивая 2. Плюс при максимальном зачаровании крит героя увеличивается на 10%, что является хорошим бонусом. Но главное здесь именно уменьшение отката с 6 до 2 атак. То есть ДПС героя возрастет в разы. Фактически, каждая третья атака героя станет стройной. Плюс при этом будет активированы и все остальные эффекты от пассивок Эриона. Это заклинание качать в любом случае, если планируем использовать Эриона как атакующего мага. Поехали дальше. Если подняли очки заклинаний героя на максимум, на 65 уровне у вас должно оставаться еще около 25 свободных очков. Как их лучше всего распределить? Смотрите, мы усилили на максимум главную ударную силу Эриона, последнюю активку. Усилили, собственно, маг урон героя, предпоследняя способность. Сделали так, что герой кастует стройный удар через каждые 2 удара. За это отвечает первая пассивка. И сейчас мы должны более-менее равномерно распределить очки между оставшимися заклинаниями. Я рекомендую поступить примерно так. Усиливайте дление, насколько сможете. Это даст дополнительный маг урон, причем очень неплохой. И оставшиеся очки поделите поровну между жаждой крови и зараженной кровью. Это, повторюсь, мы делаем атакующую ветку Эриона с использованием пассивной способности. Смотрим, что получится. Сразу виден первый огромный недостаток героя. Сразу, о чем я уже упоминал. Ужасная дистанция атаки. Чуть ли не вплотную. Сравните, к примеру, с моей любимицей Флорой или с Розой. Эти две красотки дамажат чуть ли не сквозь все поле, совершенно не напрягаясь. А если повесить побрякушку на улучшение дистанции атаки, так вообще они с последней линии будут разносить всех врагов, даже не трогаясь с места. Эрион же таким похвастаться не может. Ему нужно подходить к врагам максимально близко. Окей.
Переходим ко второй большой атакующей ветке Эриона на пассивках. Она, как показывает практика, ничуть не менее эффективна, чем с использованием активной способности. Весь ее смысл – максимально усилить героя, чтобы он наносил максимальный маг-урон в секунду без применения активной способности. То есть, делаем героя из разряда «поставил и забыл». Это крайне актуально при наших постоянных лагах в игре. Очень желательный сетап, ибо, как показывает практика, при сражениях игрок, как правило, и не успевает прокастовать за отведенное ему время более нескольких раз, и каст Эриона явно не самый необходимый при этом. Согласитесь. Сначала прокачиваем кровавый долг на максимум. При этом мы поднимаем собственный маг-урон героя на максимальное значение. Маг-урон героя при этом увеличивается почти на 70%, что само по себе неплохо. Плюс, при таком значении, когда здоровье Эриона опустится ниже 30%, он станет, во-первых, недоступен для выбора и начнет быстро отхиливаться. За 5 секунд он восстановит 45% своего здоровья, то есть половину своего первоначального здоровья. Это очень хорошие цифры. Но главное в этом заклинании именно увеличение маг-урона. Далее, тление, мега-заклинание. Само по себе наносящее огромный маг-урон в секунду. При полном зачаровании враги каждые 3 секунды будут получать плюшку в размере 10950 единиц урона, магического урона. Согласитесь, это впечатляет. Плюс, что важнее для нашего войска, шанс уклонения врагов резко снижается почти на треть, целых 27%. К примеру, прибавьте сюда сеть розы. Это я намекаю, как использовать этого героя. Далее. При нашем атакующем пассивном режиме поднимаем скилл «Жажда крови» на максимум. При этом при каждой атаке герой наносит дополнительный магический урон в размере 5,1% при максимальном усилении. Кажется, немного, совсем ничего. А если подумать, это как с Офидией. Там тоже скиллы меняются на доли процента. Так почему же тогда, интересно, китайцы выжимают их до последнего? Ответ прост. Читаем внимательно описание. Дополнительный магический урон в размере 5,1% от максимального здоровья цели. Что ж, давайте для наглядности поговорим предметно. Максимальное здоровье моих мехов равно 5868к единиц чистого здоровья. Считаем 5,1% от их здоровья. Это 299 268 единиц урона за одну атаку. То есть Эрион дополнительно к своему основному урону будет наносить, если вдруг встретится, конечно, не дай бог, почти 300к урона за раз. Дополнительно, повторюсь. Уже неплохо. До по силе это можно считать основным ударным заклинанием героя, а это всего лишь доп. Урон. Плюс, если этого мало, не забывайте, что Эрион проклинает врагов, и враги получат гарантированный дебаф в размере 27% к криту. То есть, говоря простыми словами, каждый третий удар вашего войска по пораженным проклятием врагам будет критическим. Как вам это? Окей, двигаемся дальше. У нас снова остается немного очков, которые мы должны распределить. Я рекомендую сделать вот так. Все, это атакующая ветка, и она работает прекрасно. Смотрим. Such a mighty source of energy. Behold, veins of weakness. Your choice is to yield. Как видим, герой работает на пассивках, совершенно без нашего участия, и работает превосходно. Теперь рассмотрим сетап поддержки. Я рекомендую именно его. Мы подошли к моменту, где я порекомендую вам сетап Эриона, который лично считаю предпочтительным. Дело в том, что Эрион – это не атакующий маг. Как уже упоминал ранее, это не Валарий, это не Аврил, даже не Клио. Это, подчеркну в который раз, маг поддержки. И он должен напрямую выполнять функцию мага поддержки, а не пытаться пыхтеть и дамажить самостоятельно. Все равно не получится. До уровня боевых магов все равно не дотянет, а вот пользы как дебафер принесет немалую и попортит нервы вашим оппонентам достаточно. Советую прислушаться, уже опробовал в действии, реально впечатляет. Итак, приступаем.
Что мы делаем? Мы усиливаем пользу от героя, минуя его атакующие скиллы, то есть превращаем его в дебафера. Если вы по моему совету подняли собственный скилл заклинания героя на максимум, то на 65 уровне у вас должно быть 160 свободных очков, готовых к распределению. Вбухиваем на максимум жажду крови, зараженную кровь и тление. При этом мы добавляем врагам 30% дебаф на крит от жажды крови. При полностью прокачанной зараженной крови враги начинают заражать друг друга с 80% шансом. Причем длительность этого дебафа будет равняться аж 6 секундам. Учитывая, что Эрион кастует достаточно часто, враги будут ходить с дебафом весь бой. Далее, тление. Само по себе очень мощное заклинание, отнимающее огромное количество жизни у противников. Но для нас главное, что шанс на уклонение пораженных врагов снижается почти на треть, на 27% при полной прокачке этого заклинания. И оставшиеся очки вкладываем в кровавую ярость. Этим мы поднимем ДПС героя. И у вас должна остаться парочка очков. Их и вкладываем в кровавый долг. Все. Мы получили отличного дебафера, уже достойного занять место в вашем строю. Обмундирование. Теперь давайте поговорим о том, как одевать вашего героя. Чего я только не насмотрелся, пока искал нормальные сетапы. Это и понятно, как правило, выдавали герою то, что было. Смотрите, совершенно бесполезно выдавать Эриону скипетр Гаруды, если и только если он не прокачан на красные значения. Тогда и только тогда это оправдано. Мак-урон будет выше. В любом другом случае подобное уменьшающее откат оружия абсолютно для него бесполезно. И концентрироваться лишь на нем так себе затея. Это вам не Клио, где от ее заклинания зависит половина успеха на начальных стадиях игры, да и в дальнейшем это мега полезная девушка. Эрион же не настолько силен, чтобы отдавать ему драгоценные секунды. Поэтому выдавайте самый мощный скипетр, который найдете, с максимальным показателем маны. Безупречный скипетр духа подойдет как нельзя лучше. Сразу скажу, абсолютно бесполезно будет пытаться всучить герою огненной или ледяной посохи. Урона вы не прибавите, только, подчеркну это особо, если не оденете на героя нечто, добавляющее этот урон. Либо побрякушку, либо, например, Рагнир. Но опять-таки, есть куча более достойных Рагнира героев. Просто забейте. Точно так же, совершенно бесполезен на героя вот этот комплект. Лучезарный комплект. Одевайте лишь в случае, если вообще одеть нечего. Идеальным сетом для героя является вот этот. Мантия из чешуи дракона. Да-да-да, шкурка из жопы дракона. Этот балбес лезет на вражеские пулеметы своей хилой грудью, и защита от урона ему не просто крайне, а жизненно необходима. Этот комплект имеет высокие характеристики как по защите, так и по маг-урону. Так что, как говорится, без вариантов. Да, даже не пытайтесь одевать ему вот это. Как уже упоминал выше, каст у героя всего один. А я вообще рекомендую не качать активную способность и сконцентрироваться на дебафах. Поэтому лучше отдайте подобный сет герою, которому он реально нужен. В Раксию подойдет идеально. Ну и что касается безделушек. Да все что угодно с высокими статами. Лучше на магию и лидерство. Так вы поднимете скорострельность и маг-урон героя. Есть коготь ненависти и вы собираетесь использовать активку, вешайте его. Прекрасная идея будет повесить вот эту безделушку или подобную на увеличение дальности атаки. Как уже говорил, герой пытается подойти к врагам вплотную с не совсем хорошими для себя последствиями. Я рекомендую повесить также типа вот этого. Хорошо поднимает все статы. В общем, как уже говорил, здесь жестких правил нет. Вешайте то, что есть в наличии. Абсолютно такая же ситуация с призмой и артефактом. В идеале на маг урон или дебаф Коному. Здесь даже зацикливаться не стоит. Вообще, герой работает исключительно на магии, поэтому любая безделушка или вес, так или иначе поднимающая магию, для него будет полезна. Резюме. Ну что же, давайте подведем некоторые итоги. Герой получился крайне неоднозначным. Слаб ли он? Однозначно нет. Герой дамажит вполне достойно. Гораздо лучше, чем некоторые базовые герои. Но, как уже неоднократно сегодня говорил, это не Валари и не Аврил, которые прямо заточены на маг-урон. Или испепелить, или превратить вражину в лед. Это не Базрик или Сейза, которые в одиночку способны выкосить практически любых врагов. Это маг поддержки. И рассматривать его необходимо только в этом ключе. У Эриона, на удивление, сильная последняя способность. Но использовать ли ее, я бы не стал. Точно так же, как герой поддержки, Эрион имеет ряд просто превосходных пассивных заклинаний. Но даже с ними, как ни будет стараться, до уровня Валари, например, не дотянет.
Поэтому я лично вижу лишь один путь развития этого героя, как дебафера, и как и что ему прокачивать для этого, надеюсь, достаточно подробно описал. И еще раз хочу подчеркнуть, что в данном случае это целиком моя личная экстраполяция, основанная на анализе. Будут найдены лучшие способы использования, буду лишь рад. Никто не может знать всего, и это хорошо. Засим откланиваюсь. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого героя. Оставайтесь на светлой стороне. Всем удачи и пока.